А вот это был мой стол. Ну, не этот конкретно, может, какой-то из этих. Вот я хорошо помню этот зеленый стул. Не факт, что я на нем сидел, но я его помню. Привет, я Гарри Нуриев, основатель Crosby Studios, и мы у нас в офисе. Говорят, что хороший дизайн – это тот, которого не видно. Я считаю, что хороший дизайн заметный и запоминающийся. Я вообще против лейблов, и день на день не приходится. Иногда приходится работать архитектором, иногда дизайнером. Вчера, кстати, был художником. Я думаю, что дизайн имеет национальность, и я уверен, что у русского дизайна есть свое лицо, которое мы как раз изучаем. Как бы это банально сейчас не звучало, несколько лет назад тема принадлежности целому наследию была достаточно экстравагантна и оригинальна. Мне было интересно пересмотреть привычные повседневные образы нашего дизайна в каком-то современном исполнении. И, наверное, мои воспоминания из детства, те архитектурные пейзажи, фактуры, которые остались в моей памяти, стали частью моего кода. Я закончил МАРХИ в 2013 году и подумал, что мне бы хотелось заниматься чем-то прикладным, где я сразу могу видеть результат. И всего того, что мне пришло на ум на тот момент, это были интерьеры. Собственно, в 2014 году появилась Crosby Studios. Мне показалось, что эта профессия ужасно несправедливо недооценена. В институте мы всегда думали, что это самое скучное занятие. И, наверное, эта мысль меня и побудила к такому профессиональному вызову целиком поменять эту индустрию. Спустя 2 года работы в бюро я понял, что у меня не очень получается поменять индустрию. Мои амбициозные планы никуда не девались к тому моменту, и я решил интегрировать продуктовый дизайн в свою практику. Это значит, что я решил все интерьеры рисовать от стен до дверных ручек, включая всю мебель, кухню, сантехнику самостоятельно. Интерьер – это одна из самых важных частей нашей жизни, потому что почти 80% мы проводим в каких-то комнатах. Это может быть кухня, это может быть гостиная, офис, что угодно. И вот это пространство было создано для того, чтобы люди, не имеющие отношения к дизайну, могли с ним познакомиться быстро и непринужденно. У нас еще есть кофейня, у нас есть выставочное пространство, есть мини-магазин. Пространство очень гибкое, оно меняется. Сейчас мы думаем о том, чтобы переформатировать его в галерею. Потом будем делать здесь какие-то выставки. Мы уже провели здесь несколько мероприятий. Сегодня у нас офис в Москве, офис в Нью-Йорке, который уже достаточно долго существует. И в этом году мы открыли новую студию, которая находится в Париже, потому что наш европейский рынок начал развиваться активно в позапрошлом году и сейчас уже требует определенного операционного управления, ради которого мы выбрали Париж. Для меня Москва – это первый большой город, первая большая мечта, мой институт, старт моей рабочей практики, мои первые друзья. Я думаю, что здесь город для меня является альбомом с фотографиями, которые я очень люблю пересматривать, особенно летом. Я помню, меня очень ругали преподаватели за мое винтажное
отношение к архитектуре. Они говорили, что ты будешь винтажным архитектором. Я не знаю, что это значит, но мне было очень интересно. Особенно архитектура 30-х годов, а особенно русская. Потому что тогда все хотели смотреть на Запад. Заха Хадид, Рэм Коолхас были самыми главными персонами этих стен. А мне было интересно то, что делал Леонидов, Мельников. На самом деле до сих пор это интересно. Сейчас для меня Мархи — это ностальгия, но в целом это прекрасная академическая классическая школа, которая, на мой взгляд, идеально легла на мой вкус и восприятие этого мира. Мне кажется, мой стиль до сих пор формируется, но я могу точно сказать, что в этих стенах я впервые проэкспериментировал с ним, получил огромное удовольствие. Мне кажется, я до сих пор помню это чувство. Нужно быть всегда оригинальным, нельзя копировать, и функция — это самое главное. На самом деле Мархи — это не про смешные истории. Мы были очень серьезные. Мы все ходили в черном и смеялись исключительно за стенами этих аудиторий. Но я был ужасным хулиганом. И в проектах, и в дружбе, и на парах, и за парами. Гарик, конечно, вспомнила. Самый хулиган был. Да ладно, какой хулиган? Двоечник. Неправда. Ну не надо на себя наговаривать. Возмужали, но я хочу сказать, мне, все равно, даже мне кажется, еще и моложе выглядит. Мы вот решили воспоминания освежить. Да? Ну сколько уже? Почти 10 лет прошло. Ну да. Ну папа мне скажет. Ностальгия. Ну, институт такой же красивый. Ну вы тоже очень красивый. Ой. Ой. Ну очень приятно. Засмущали меня. Очень приятно. Да. И мне тоже, правда. Хорошо. Спасибо вам И большое. вам всего доброго. И удачи. Наверное, мое профессиональное неудовлетворение вытолкнуло меня в Нью-Йорк. Я туда не поехал. Я туда вытолкнулся из вакуума. Мне кажется, что я впервые посмотрел на себя со стороны, на свою практику только там. Я когда приехал в Нью-Йорк, я знал только одного человека, это был мой друг, он тоже архитектор. И я практически начал все с нуля. У меня не было никакой поддержки, не было денег, не было знаний американского рынка, и уж тем более не было понимания, где искать проекты. Мир выставок — это отдельная часть моей жизни, которую я очень люблю. Дизайн Майами, наверное, это одна из самых ярких платформ, где разные дизайнеры, художники делятся своими самыми последними разработками, своими заветными мечтами, которые они смогли реализовать. Первый раз я туда попал в 2015 году, и с тех пор каждый год мы презентуем какой-то новый интересный проект. Для меня коллекционный дизайн на тот момент был быстрый, интересный и веселый способ передать свои мысли о дизайне. Видимо, из-за моего бунтарского духа мне было всегда интересно заходить на соседние территории других профессиональных областей, которые так или иначе пересекаются, но не связаны. Одна из них — это мода и искусство. Поэтому моя первая коллаборация была сделана с фэшн-брендом, для которого я придумал мебель. Когда я увидел результат и эффект от этой коллаборации, я понял, что химия как раз в пересечении вещей, которые ты меньше всего ожидаешь увидеть вместе. Одна из моих любимых коллабораций — это мой любимый бренд Balenciaga, с которыми мы начали работать несколько лет назад и с тех пор сделали уже несколько проектов. Сейчас мы работаем еще над одним новым проектом, который будет реализован в Майами. И вот такие проекты для меня на сегодняшний день являются самым большим драйвером. И нам здесь разрешали сидеть до ночи. Я помню, один раз ушел отсюда, когда уже свет везде выключили. Я слышал, тихо подкрадывается ко мне охранник и говорит: «Тебе пора». Это был 4-й курс.